Протесты, вспыхнувшие после фальсификации выборов 2020 года в Беларуси, впечатлили весь мир. Режим Лукашенко всеми силами пытался наклеить на них ярлык государственного переворота. Но очевидно, что этот протест имел абсолютно другие корни и цели. Поэтому никакой картинки для пропаганды не удалось создать. Белорусы продемонстрировали мудрость, рассудительность, терпение и свою европейскость. Если попытаться облачить протест в какую-то парадигму, то можно назвать его гуманистическим протестом в большинстве своем среднего класса. Образ перемен был создан теми людьми, которых можно назвать представителями именно этого класса. Но то, что объединило все белорусское общество воедино, это гуманизм. Никто не мог мириться с неоправданной жестокостью и насилием. Именно поэтому сам протест был исключительно мирным, потому что гуманизм не предполагает насилие, даже по отношению к насильникам, потому что это тоже люди. Режим сделал выводы из всех событий 2020 года, и выводы он сделал простые, в стиле тоталитарного сталинского режима. Уничтожить все недовольные классы, способные создавать образ будущего страны и запугать тех, кто поддерживает перемены. Тотальная зачистка всех недовольных из абсолютно всех сфер общества подтверждает данный тезис. Закрытие бизнесов, посадки IT-специалистов, уничтожение организаций креативного класса, массовое увольнение работников культуры, науки, медицины и госчиновников продолжаются до сих пор. А теперь и начались увольнения в рабочих коллективах. Режим добрался до той части граждан, которые не представляют угрозу системе своим существованием. Рабочие раньше были основным электоратом Лукашенко. Но машина репрессий остановиться не может и уничтожает даже тех, кто не является представителем демократического движения, а вырезает тех, кого условно можно назвать гуманистами. Люди, которые хотели перемен и выступали за гуманистические ценности, которые отрицал и отрицает Лукашенко. И теперь важно сделать выводы и понять, как сейчас белорусское общество может вновь вернуть себе субъектность и влиять на внутренние процессы. Сейчас только представители, к сожалению, подпольного движения внутри Беларуси, а также представители демсил, вынужденно находящиеся за границей, оказывают влияние на режим, вынуждая его делать ошибки. Но внутри Беларусь стала страной заасфальтированного гнева. Но асфальт — это не бетон. Пример Казахстана, к сожалению, показывает нам то, что даже если часть общества настроена на активные действия для противостояния, то итогом этого может стать интервенция иностранных вооруженных сил. Мог ли такой сценарий ожидать Беларусь в 2020 году? То, что происходит в течение 1,5 лет постепенно, а именно уничтожение государственности и ее атрибутов, в том числе национальной культуры, языка и нашей идентичности, происходило бы еще более стремительно и под дулом автоматов-интервентов. В сложившихся условиях подавления инакомыслия, запугивания, пропагандистской обработки и насилия, что может привести к тому, чтобы сквозь асфальт стали вновь прорастать ростки активности и гражданской воли у белорусской нации? Сегодня нам, белорусам, надо понять и принять факт. Судьба Беларуси находится в наших руках. Но для того, чтобы отстаивать свою свободу в борьбе с узурпировавшим власть Лукашенко, нам надо осознать и то, что демократия и свобода не может быть построена в государстве, находящемся под протекторатом империи. Империи не признают такие понятия, как свобода, демократия и права человека, а также не считают, что народы способны самостоятельно выбирать свой путь развития. В 21 веке нам приходится говорить, казалось бы, о тех вещах, которые давно должны были остаться только в учебниках истории. Империя вновь пытается собрать земли, лишает народы права выбора и грезит о войнах. Но в 21 веке уже все понимают, что равные права даны от рождения всем. И людям, и народам. К сожалению, из-за тех, кто заболел болезнью столетий, болезнью власти, нам вновь придется пройти путь обретения настоящей независимости, заплатив за это цену. Готовы ли белорусы к этому? Сегодня народы бывшего СССР стоят перед одним вызовом. Наша свобода и будущее под угрозой.
Важно объединиться, чтобы противостоять этой угрозе вместе. Все государства постсоветского пространства стали перед угрозой полной или частичной утраты своего суверенитета, и противостоять этому могут только народы этих государств. Народы, которые вернут себе субъектность во внутренней политике, а значит будут решать, кто будет иметь право представлять их интересы.